Друзья, всем привет! Сегодня будет обучающий ролик по установке проекта на сервер типа Ubuntu. Будем рассматривать Ubuntu 24, новую самую версию. Разберем, как поставить туда Python проект и запустить его. Я буду использовать сервис Perfect Quality Hosting. Здесь достаточно быстро, если что, отвечает поддержка. Сервера хорошие и адекватные цены. Также есть оплата в криптовалюте. Ссылка на этот хостинг будет в описании. Итак, у меня уже есть этот сервер, вот он, Ubuntu 24. Чтобы посмотреть какую-то информацию по серверу, мы зайдем в панель сервера. Тут мы можем посмотреть нагрузку, посмотреть за прошедший какой-то период нагрузку сервера. Чтобы приобрести сервер, нам нужно здесь нажать Order. У нас будут варианты тарифов. Я использую для Ubuntu вот этот тариф за 8,27 евро. Для Windows я использую Palladium PT, вот этот тариф. После того, как вы приобретете сервер, вам на почту, которую вы указали при регистрации, будут высланы все данные по серверу, то есть пароль, логин и IP. Эта информация нам и понадобится для входа. Для удобного использования мы будем использовать Visual Studio Code. Для удаленного подключения нам нужно будет зайти во вкладку Extensions и установить Remote SSH. После того, как мы установили Remote SSH, теперь мы можем подключаться к нашему серверу. Слева снизу будет такая кнопочка Open a Remote Window. Нажимаем Connect to Host. И здесь вводим логин сервера, который нам выслали. Обычно это root на Perfect Quality Hosting. Ставим знак собаки. И теперь указываем IP нашего сервера. Он также есть в сообщении на почте. Нажимаем Enter. Открывается окно, и теперь нам нужно ввести пароль. Вводим пароль, нажимаем Enter. Мы подключились к серверу. Так, у меня написана инструкция по управлению Ubuntu сервером, какие команды нужно будет прописывать. Я файл оставлю у себя в телеграм-канале, сможете сами использовать его. Итак, после того, как мы подключились к нашему серверу, итак, чтобы попасть в терминал или какую-то папку, нажимаем сюда и Open Folder. Здесь у нас укажется автоматический root. Давайте его и выберем. Здесь снова просит вписать пароль. Сверху есть вкладочка терминал. Просто выбираем ее и New Terminal. Также в инструкции указаны команды, которые мы можем использовать. Это ls и cd для передвижения по файлам. Укажем ls и увидим у нас, значит, две папки. Это Screener и MyNV. Итак, если я верно помню, то в версиях более ранних Ubuntu, не 24, можно и так установить. То есть заходим в наш проект и пишем pip install requirements. Не обязательно нам создавать окружение. В текущей же версии 24 нам нужно будет создать свое окружение, поэтому пользуемся инструкцией. Для начала проверим, есть ли у нас Python. Python есть у нас, 3.12 версия. Далее мы должны установить библиотеку Python 3 Venv для создания нашего окружения. Просто прописываем вот эту команду. Она у меня уже установлена. Теперь нам нужно выполнять следующую команду по списку. Создание окружения. Это будет просто наша папка, где будет храниться наше окружение. Теперь можем проверить, нажмем ls и увидим эту папку, которую мы только что создали. Теперь нам нужно в нее войти. Можно указать cd, пробел, вписать первые символы папки и нажать Tab. Оно автоматически заполнит. Теперь данной командой мы создадим наше окружение. Вписываем Python 3, параметр m, venv и укажем название окружения. Например, mybot. Проверим. Видим наше окружение. Теперь прописываем команду source, mybot, bin, activate. У нас появилось перед нашим логином название нашего окружения. Теперь здесь мы можем устанавливать библиотеки Python и запускать наш проект. Чтобы загрузить наш проект на сервер,
через Visual Studio Code мы можем просто взять папку и перетащить ее в выбранную папку. Я перетащил папку bot. Давайте зайдем в нашу папку bot, пропишем сначала ls, введем ее, нажимаем cd bot. Посмотрим, что здесь есть. Исполняющий файл main и config. Проекты, которые разрабатывает наша команда, будет файл requirements со списком библиотек, которые нужно установить для текущего проекта. Если такой файл имеется, то в инструкции будет команда, которая установит все нужные библиотеки. Если у нас такого файла нету, то можно установить библиотеку командой pip install и названием библиотеки. Например, iogram. Проект мы установили. Основная работа сделана, остальные команды будут в инструкции, которую я оставлю в своем телеграм-канале. Также помните, если вам нужна помощь в разработке какого-либо проекта, то вы можете связаться со мной в Телеграм, и мы с командой сможем вам помочь в этом. Всем спасибо за просмотр, всем пока.